Друзья, доброго времени суток! Я вас всех приветствую на канале Энергия Таро, где сегодня на картах Таро мы разберем еще одно запутанное дело, которое вызывает немало вопросов. Тело 34-летнего врача-педиатра Павла Начинова обнаружили в ночь на 9 сентября 2025 года у элитного ЖК «Династия» на Хорошевском шоссе, куда Павел приехал с бригадой скорой помощи на вызов к ребенку. Официальная версия гласит, что Павел совершил суицид. Однако близкие описывают Павла как харизматичного, энергичного человека, который очень любил жизнь. Он просто не мог совершить подобного, поделилась с журналистами невеста Павла Марина Васильева, с которой они планировали свадьбу на следующий год. Как человек, который был на хорошем счету в больнице, был успешен в карьере и личной жизни, мог совершить подобное? И почему это случилось именно на вызове, в чужой квартире? Что или кто подтолкнул Павла выйти в окно? Действительно ли он совершил это самостоятельно? И почему все замалчивают информацию о семье, в чьей квартире все это произошло? Прямо сейчас с помощью Таро-расклада мы постараемся восстановить хронологию событий произошедшей трагедии. Меня зовут Сабина, я таролог и рунолог с опытом работы более 12 лет, детский психотерапевт. С помощью карт Таро и белых обрядов помогаю вам разобраться в запутанной жизненной ситуации. По вопросам любовной сферы, карьеры, финансовой и рабочей сферы и вопросах, касаемых вашего здоровья. А если вы давно хотите освоить такой материал, как карты Таро, глубоко изучить архетипы каждого аркана и свободно общаться с картами, у меня есть для вас отличное решение. Ни для кого не секрет, что карты Таро в современном мире стали надежным инструментом и помощником для решения жизненных вопросов, определения будущих событий и возможности хорошо заработать и стать профессиональным и успешным тарологом. Очень важно при этом определиться с обучающей программой, курсом, который вы будете проходить. Эксперт, обучающий вас, должен сам практиковать Таро, его курс должен быть глубоким и интересным, и при этом важна обратная связь от мастера. Мой курс по классической колоде Райдера-Уэйта – то, что необходимо как новичку в Таро, так и уже опытному тарологу, желающему освоить новые аспекты в работе с колодой. На моем курсе неограниченный доступ к видеоурокам, которые вы можете изучать, совмещать со своей основной деятельностью. Уроки выходят раз в неделю, что позволяет вам освоить и переварить материал за это время. Вы всегда сможете получить от меня обратную связь и помощь в практике и работе со своими клиентами на раскладах. Мои ученики уже берут первые расклады и умело разговаривают с картами, так как на уроках мы изучаем не просто теорию и практику, а учимся взаимодействовать с каждым арканом. Сам курс находится в закрытом телеграм-канале, и попасть туда вы можете, просканировав QR-код на экране и написав мне в личку. Также мои контакты есть под видео в описании. Положительные отзывы о моем курсе вы можете увидеть у себя на экране. Они красноречивее любых слов. Если вы хотите получать глубокие знания по Таро, практиковать Таро для себя и своих клиентов и прекрасно понимать все, что вам говорят карты, то мой курс именно для вас. Оставляйте заявку сейчас, и вас ожидает подарок. Курс «Безумной луны» Патрика Валенса бесплатно. Павел Начинов родился 18 октября 1990 года в Московской области. После школы поступил в Тверской государственный университет и получил базовое образование педиатра. На заре своей трудовой биографии Павел трудился в больнице Солнечногорска, а после заведовал детским инфекционным отделением в 6-й больнице в Твери. В 2023 году Начинов перебирается в Москву, где трудится в центре «Добрый доктор». За несколько дней до трагедии Павел посетил конгресс для неонатологов и педиатров в Сочи. По словам его невесты, он находился в замечательном настроении и спешил на работу в Москву. В ночь с 8 на 9 сентября 2025 года бригада скорой помощи, в которой находился Павел, приехала на вызов ЖК «Династия» на Хорошевском шоссе. Родители ребенка жаловались на рвоту. Начинов вместе с фельдшером прошел в квартиру на 18 этаже, а затем вышел на балкон. По одной из версий, Павлу позвонили, и он вышел, чтобы ответить. Однако его напарник утверждает, что Павлу никто не звонил, и трубку Павел не брал. Что на самом деле произошло с Павлом? Был ли тот самый злосчастный звонок? Почему семья, которые приехали на вызов, никак не фигурирует в деле и не дает никаких комментариев? Как жизнерадостный, счастливый мужчина, хороший врач мог добровольно уйти из жизни таким странным и страшным способом, в чужом доме, в доме у пациента? И является ли трагедия Павла его личной трагедией? Или же это нечто более масштабное, характер которого выходит за границы личной трагедии? Давайте разбираться, друзья. И первое, что мы с вами разберем, это сигнификация Павла в день трагедии. Что такое сигнификация? Это его настроение, умозаключение, чувства, эмоции, которые Павел испытывал в тот день, 9 сентября 2025 года. С нами сегодня карты Таро Призма Vision. Здравствуйте, карты. И давайте узнаем сигнификацию Павла. Были ли какие-то конфликтные ситуации в этот день и задолго до этого, которые могли привести его к суициду?
Итак, карты, покажите нам, пожалуйста, сигнификацию Павла Начинова в день трагедии. Его настроение, его чувства, его эмоции, что он ощущал, о чем он думал, может быть. Сигнификация Павла Начинова в день трагедии, 9 сентября 2025 года. Какой-то шанс появляется у человека. А что это за шанс? Шанс войти во что-то новое или шанс вернуться к чему-то. Он вышел из чего-то, возможно, из каких-то отношений, или, возможно, это касается какого-то шанса, который предоставляется только раз в жизни. Вполне возможно, это касается карьеры, работы. Если у него все с отношениями было хорошо с невестой, да, то здесь скорее возврат к чему-то новому, к чему он долго шел, но оборвал на полпути в какой-то определенный период своей жизни, понимаете, да, и здесь снова вернуться к чему-то, возврат к чему-то. 20-й старший аркан — страшный суд. И туз пентаклей — это шанс, который дается только раз в жизни. Две двери здесь открывается для него, дверь во что-то новое. Хорошо, как Павел чувствовал себя, какое настроение у него было при этом? Его терзали смутные сомнения. Вот здесь такое ощущение, что со мной как будто происходит дежавю. Он говорит сам себе, как будто дежавю, как будто это уже было, как будто я уже когда-то упустил этот шанс, но в этот раз я точно его не упущу. Касается чего этот шанс? Карта аж вылетела, да? Какой-то стабильности, в которой будет тепло, радостно, светло, какой-то очень яркий шанс жизни, предоставляющийся касаемо его устойчивого положения в карьере все-таки, да? Встретиться с какими-то людьми, которые помогут ему устойчивое положение занять в карьере, на какой-то должности. Здесь очень много эмоций по этому поводу. Хорошо, чувства, эмоции Павла, смутные сомнения. А что это? Это все-таки хорошие, положительные эмоции? Спорно. Соглашаться, не соглашаться, я еще пока подумаю. Вроде бы мне нужно куда-то идти, вроде бы мне нужно развиваться, вроде бы я к этому готов, к каким-то новым открытиям в своей жизни, но я пока решаю, думаю, мне как будто бы немного тревожно. Хорошо, были ли какие-то конфликтные ситуации в день 9 сентября 2025 года или незадолго до этого у Павла Начинова, которые могли повлиять на его психоэмоциональное состояние и спровоцировать трагедию? В поездке, где очень много людей, возникла какая-то спорная ситуация, которую он сдержал в себе и не открыл никому. То есть вот он подумал об этой спорной ситуации, решил, что это неправильно, но почему-то никому ее не высказал. Очень много людей и поездка какая-то. Вполне возможно, что вот этот конгресс в Сочи. Такое ощущение, что-то не дает ему покоя, но он не может высказать это. Он показывает, что все хорошо. Да, на самом деле на душе кошки скребут. Какая-то патовая ситуация, из которой он не может выбраться. Или такое ощущение, как будто ему сон приснился, и его вот как захлестнуло волной после этого сна. Тяжело успокоиться, как будто дрожь бьет человека. Что-то приснилось, как знамение какое-то пришло в голову. И вот что-то неправильное творится, что-то неправильное происходит. Он как будто говорит сам себе, вот так не должно быть, не должно. Я как будто бы против этого. Я не хочу, чтобы так было. Но никому почему-то об этом не говорит. Конфликтных ситуаций как таковых не было, а конфликт, скорее всего, был у него у самого в своей собственной душе. Какой-то раздрай. Но это не могу сказать, что как-то могло повлиять и спровоцировать эту трагедию, друзья. Хорошо, тогда действительно ли Павел и его коллега-фельдшер, они действительно выехали на вызов к настоящему ребенку, в настоящую семью, в ЖК «Династия»? Действительно ли был этот вызов? Хочется понять, действительно ли ребенку было на самом деле плохо? Действительно ли в ночь на 9 сентября 2025 года Павел Начинов и его коллега поехали на настоящий, на реальный вызов к ребенку, у которого была рвота, в ЖК «Династия»? Действительно ли это так? Тут что-то нечисто. А что? Королева жезлов, есть какая-то женщина, которая знала, что он не откажется от этого вызова, его специально вот нужно было именно туда. Нужно было именно в этот дом. Сам вызов может быть реален, но с домом что-то не так. Вот именно место определенное должно быть. Определенное место, где человек потерпит свое поражение. 5 мечей. И сделала это некая королева жезлов. Королева жезлов, управляющая пажом кубков, вот он, Павел Начинов, как паж, здесь считывается как человек, который очень доверчивый, достаточно мягкохарактерный, в хорошем смысле этого слова, да, с любовью к детям, с любовью к людям. И она это знала прекрасно. Нужно было вызвать его именно в этот дом. Почему? Что произошла смерть короля кубков. Ситуация, из которой он не сможет выбраться. Почему-то нужен был именно этот дом, ситуация, из которой он не может выбраться, и дом, из которого он больше не сможет выбраться. Был выбран именно этот дом. А сам вызов был реальный или ложный? Ну, то есть ребенок действительно плохо себя чувствовал в этой семье. Да, действительно, семья показана. Семья, все стабильно в семье. Перевернутый отшельник, хотя я по перевернутым не делаю расклад, но так выпало, друзья. Перевернутый отшельник, нестабильность какая-то пошатнулась. Что-то с ребенком действительно было, но тем не менее нужно было вызов взять именно Павлу почему-то. Сейчас мы это выясним, да, почему, чуть дальше. И он из этого дома не должен был выйти, не должен был выбраться. И об этом знала некая женщина.
Карты, расскажите мне хронологию событий, которые произошли 9 сентября 2025 года на вызове в ЖК «Династия» с Павлом Начиновым. Вот приехал Павел вместе со своим коллегой на вызов в ЖК «Династия» ночью 9 сентября 2025 года. И что там происходило на этом вызове? Что там происходило на этом вызове? Давайте несколько карт вытянем. Что происходило на этом вызове? А там практически сразу, да, он даже не успел, наверное, осмотреть никого. Тут такое ощущение, что осматривает кто-то другой ребенка, да. Карта маг кто-то сразу сманипулировал. Манипуляция сразу какая-то пошла, и человек ушел. Человек сразу погиб практически. Практически сразу это случилось. Тут мне даже хронологию событий не восстанавливают, потому что смерть практически сразу наступила. На кого-то он сразу повелся. Какая-то манипуляция сразу сработала. Тут хронология событий всего раз-два и общался. Такое ощущение, что малыша даже не осмотрели, да, не успели. Или коллега осматривал. Здесь какая-то женская фигура фигурирует все время, да, прошу прощения за тавтологию, у которой есть ресурсы или у которой есть какие-то полномочия для того, чтобы повлиять на Павла. Какая-то женская фигура здесь все время фигурирует. Давайте смотреть дальше. Практически сразу наступила смерть. Действительно ли на вызове ночью 9 сентября 2025 года в ЖК «Династия», посмотрим, что выпало, Павлу Начинову позвонили на мобильный? Действительно ли на вызове ночью 9 сентября 2025 года в ЖК «Династия» Павлу Начинову позвонили на мобильный? Так ли это? Семейный какой-то звонок? Вот интересно. Позвонил кто-то из семьи, и такое ощущение, что либо он трубку брать не хотел, или было неудобно, 4 пентаклей, но все равно он эту трубку взял. Неудобно было взять трубку, он ее взял все равно, потому что 10 кубков звонит кто-то из близких, и он обязан взять, вот как будто бы вот мне нужно взять. Потому что для него близкие, для него семья очень важны. Кто-то из семьи позвонил. И карта Солнца говорит, как будто бы кто-то подключился к звонку. Вы знаете, когда включаете конференцию, и у вас много-много разных голосов. И когда кто-то на том конце знает, что вам сейчас позвонят и подключается к вам каким-то образом. Я правильно понимаю, что Павлу Начинову звонило несколько людей одновременно, то есть с ним несколько людей одновременно общалось? Или как-то прослушивали его звонок? Да, как-то получили доступ к информации, получить доступ к информации, которой невозможно получить доступ, мне карты здесь говорят, да, то есть вам звонят, и вроде бы как к вам самостоятельно подключиться не могут, если вы конференцию не вызываете по телефону, но каким-то образом к телефону подключаются, хотя это изначально вроде бы невозможно, имеют выход на ваш номер телефона, на ваш звонок. Он разговаривал с кем-то из семьи, но тем не менее подключился кто-то еще. Здесь женщина. Вот почему женщина здесь фигурирует? С кем-то из семьи, возможно, женщина. Королева Пентаклей, кто это может быть? Невеста, это может быть мама, да, кто угодно из семьи. Но кто-то подключается еще в поле, фигурирует. Так, давайте узнаем. Этот звонок 9 сентября 2025 года, когда Павлу позвонили на вызове в ЖК «Династия», имеет какое-то отношение к тому, что произошло впоследствии с Павлом? Да, имеет. Физическое отношение, моральное отношение. Физическая сила, грубая сила. Заставили что-то сделать. Заставить что-то сделать физической, грубой силой, либо ментально заставить что-то сделать. Этого человек не хочет, этого человек боится, кричит, но его атакуют. Что-то заставить сделать через звонок. Напоминаю, да, что там несколько людей было подключено к этому звонку. Павел сам физически выбросился из окна ЖК «Династия». Почему говорю физически? Потому что если на него могли воздействовать ментально, сейчас я вам это объясню, да, чуть попозже, мы сейчас посмотрим сначала. Если на него могли воздействовать ментально, то физически он мог выброситься сам. Именно поэтому я задаю вопрос, физически выбросился ли он в окно сам. Павел Начинов в ночь на 9 сентября 2025 года физически выбросился сам из ЖК «Династия». Друзья, если вам интересна эта тема, прямо сейчас поставьте лайк этому видео, обязательно подпишитесь на мой канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать видео на канале. Пишите свои комментарии под видео, это помогает YouTube продвигать мои видеорасклады, а мне делать для вас больше подобного контента. Для вас это всего один клик, а для меня огромная поддержка. Спасибо вам. Итак, возвращаемся к вопросу. Павел физически выбросился ли сам из ЖК «Династия»? Ему кто-то, женщина, вот через вот этот звонок, как проводник, как катализатор. Проводник, семья, род. Такое ощущение, как будто звонок был от мамы, что ли. От мамы или от какой-то родственницы. Вот здесь у меня императрица почему-то выходит. Вот императрица, вот она мама, да? И после этого наступает смерть. 10 мечей. Физически он выбросился сам. Здесь никто не воздействовал, здесь нет фигурной карты. Но здесь есть катализатор и проводник, через что на него могли повлиять. Физически Павел сам выбросился из окна ЖК «Династия». Схитрили. Да, он выбросился сам, но 7 мечей – это человек, который не совсем понимает, что он делает. Не совсем понимает о том, что будут какие-то последствия у его действий.
Физически он выбрасывается сам, но через что-то, через звонок, который повлиял на него. И через этот звонок, который служил проводником, на него повлияли какие-то люди. Физически он выбрасывается сам, но он не хочет этого делать. То есть люди, которые хотят совершить суицид, и которые выбрасываются специально, потому что они этого хотят. Нет. Это было сделано не специально. Он хотел жить. Он не собирался умирать. Карты, покажите нам, пожалуйста, каким образом сделали так, что Павел Начинов выбросился из окна. Давайте 2 карты. И такой момент. Были ли использованы для этого пси-техники? Пси-техники, говорю, у меня выпадает карта Луна. Ну вот как такое может быть? Физическое воздействие, физическое, ментальное, силовое воздействие и пси-техники. НЛП, гипноз, все, что касается НЛП, гипноза и каких-то других манипуляций подобных. Вот просто специально так не вытянешь даже, друзья. Были ли использованы какие-то магические ритуалы, которые помогли, в кавычках, Павлу выйти в окно? Были ли использованы какие-то магические ритуалы? Мы сейчас проверяем все версии, друзья. Вот одна карта выпала, да? Или были ли использованы какие-то другие техники, с которыми мы с вами не знакомы? Здесь, перед тем, как открыть карты, я хочу уточнить для тех, кто не знает, что существует научно недоказанный, но от этого не менее действенный способ подчинения себе другого человека на расстоянии, который именуется как телепатическая индукция, где агент это тот человек, который насаждает другому человеку, то бишь жертве, какие-то определенные чувства, эмоции, передает в нервно-психическое пространство человека, жертвы, информацию такого содержания, на чем жертва эксперимента более всего сосредоточена в повседневной жизни. Например, семья, дом. Почему я говорю, звонил кто-то из семьи, звонил кто-то из дома. Этот звонок должен был произойти, и через этот звонок на него подействовали. Мы видим уже, что подействовали на него. То есть, что это какая-то физическая сила со стороны. Человек, которого мы не видим. Обратите внимание, ноги здесь ходят, да? Невидимые ноги, и плюс еще ко всему у нас выпадает карта гипноза. Гипноза, магии и так далее. Процесс телепатии оказывается наиболее удачным, когда передаются эмоциональные окрашенные объекты. При этом агент может нести совершенную ерунду. Вот все, что угодно. Какую-то завуалированную, похожую на реверс. Какие-то бессвязные с точки зрения обыденной коммуникации, обыденной жизни слова. Но, тем не менее, каким-то образом связанные с семьей, с домом, возможно, да, еще с чем-то. То есть это называется телепатическая индукция. Человека можно заставить сделать на расстоянии все, что угодно. И есть такие примеры, друзья. Итак, давайте теперь узнаем, каким образом сделали так, чтобы Павел вышел из окна. Посмотрите, при помощи женщины, через императрицу, через женщину, которая дома, которая в семье императрицы, снова выходит эта императрица, и королева мечей, которая заставляет молчать, или которая говорит что-то в трубку, вот говорит, а Павел как будто молчит, он слушает. Он должен слушать. Он должен слушать, что ему говорят. Были ли использованы какие-то техники НЛП, гипноза, пси-техники? Конечно, 100%. Были ли использованы какие-то магические техники? В том числе какой-то магический ритуал. Здесь даже магический ритуал, скорее всего, это не то, что он использовался, а то, что это уже последствия. Последствия вот этой НЛП-техники. Некий магический ритуал был проведен. А сама по себе техника воздействия была как раз-таки именно пси-техника. Пси-техника – это метод воздействия. Но это сам по себе был некий магический ритуал. Некое жертвоприношение вполне возможно, да, мы сейчас узнаем об этом. И, наконец, вполне возможно, что использовались какие-то другие техники, с которыми мы не знакомы, да или нет? Нет, здесь мне больше говорят о людях, о том, что посторонние люди были, да? Посторонние люди через женщину, которая особенно дорога. Женщина много говорит, человек молчит, человек слушает. Человек слушает, через женщину передается информация. Она служит катализатором, проводником. Женщина не хочет ничего плохого, просто к женщине подключаются к телефону. Как бы это ни звучало, друзья мои, сейчас, да? Это пси-техники, которые являются, плюс ко всему, еще в конце концов и магическим ритуалом. Ритуалом жертвоприношения, опять-таки, да, возможно. Мы этого еще не знаем, сейчас посмотрим. Давайте узнаем, кто именно позвонил Павлу. Ну, то есть, вот, понятное дело, что он созвонился с женщиной из рода, из своего, из дома, из семьи своей, может быть, какая-то родственница была. Но кто именно подключился, давайте так, подключился к этому звонку? Кто именно подключился к звонку Павла Начинова? Тот, кто имеет определенную цель. Тот, кто уже запланировал это изначально. Кто подключился к звонку Павла Начинова в ночь на 9 сентября 2025 года. Кто это был? Некая женщина, я же говорю, она у меня выходит в разных ипостасях, как королева Пентаклей, как королева жезлов, как королева воды. Королева воды здесь еще может обозначать проводника. Нужен был проводник, потому что вода – это хороший проводник. Да, иначе без проводника никак, да, не получилось бы. Подключается женщина к звонку. У меня есть видео, которое я делала до этого видеорасклада, и там тоже выпадала женщина, друзья мои.
Но это не та женщина, с которой он связывался из семьи, из рода, это какая-то другая, некая женщина. Мы спрашиваем именно про подключение. Но такое ощущение, что за этой женщиной еще кто-то стоит. А что ему говорили по телефону вот эта женщина через вот эту его родственницу, с которой он общался? Что говорили вообще? Какие-то бессвязные слова, может быть, да? Что Павлу Начинову говорили по телефону 9 сентября 2025 года, что привело его к суициду, соответственно, да? Опять туз жезлов, туз жезлов. Какие-то очень прямые слова, которые не соотносятся с делом. Что-то вообще бессвязное. Что-то бессвязное, но прямое. Он понимает, о чем речь, но он не совсем понимает, куда это вообще. Куда это деть. Что говорили Павлу по телефону? Уйти надо, да? Уйти куда? Уйти из жизни. Уйти из жизни. Почему-то здесь у меня много воды идет. Много воды. Либо он пил много воды до этого. Вода является хорошим проводником перед любой аффирмацией, перед любой медитацией. Пьете немножко водички, и она является проводником, катализатором энергии. Почему-то разговор был про воду. Трубу прорвало, воды много. Вот что-то про воду. Поехали на море, что-то про воду. Много информации про воду. Или лили много воды. Здесь еще может об этом говориться. Лили много воды для того, чтобы человека не стало. Карта повешенная, здесь жертва, здесь утопленник. Утопить его в этой воде. Вода – это когда мы льем воду и когда не говорим ничего конкретного. Я тебя сейчас утоплю в этой воде. И ты сейчас пойдешь той дорогой, какой я тебе прикажу. Да, дорога отшельника, да? Какое-то очень замудренное, зашифрованное по отшельнику, замудренное, зашифрованное повествование, да, которое вот шло к нему через телефон. Давайте узнаем, что это за люди, которые подключились к нему через телефон. Это на самом деле есть, это на самом деле существует, друзья мои. Поэтому будьте аккуратны, когда вам звонят незнакомые номера, когда звонят какие-то мошенники и так далее. Те люди, которые устранили Павла Начинова, это люди из системы госуправления. Чуть ниже. Чуть ниже. Или люди надсистемные, ну, на всякий случай спросим. Нет, они оборачиваются на них, да, на систему, на надсистемных людей. Это люди чуть ниже рангом. Вполне возможно, которые работали с Павлом. Они работали с Павлом, эти люди, это коллеги его. Кто эти люди? Я понимаю, что это через род было сделано. Понимаю, мне показывают, что это было сделано через род. Такое ощущение, как будто люди либо сокрыты своим родом, либо у них хорошая защита, на кого мы сейчас смотрим. Мне показывают императрицу. Императрицы это еще могут быть высокопоставленные люди, но ниже рангом, чем государственное управление. Кто эти люди? Это высокопоставленные люди, которых закрывает свой род, защищает, защита какая-то хорошая стоит, родовая. Шестерка кубков, тем не менее, они оборачиваются на тех, кто является надсистемными людьми, то есть они ниже рангом гораздо. Это те люди, кто работал с Павлом, но у нас императрица это положительная карта, поэтому я думаю, что все-таки да, это те люди, которые работали с Павлом, его коллеги, управляющее звено. Это управляющее звено Павла. Может быть, в больнице кто-то, да? Кто управляет сотрудниками, кто держит их в ежовых рукавицах. Павел знал этих людей, которые подключились к нему через телефон и заставили его выброситься из окна. Павел знал этих людей. Да, даже что-то строили вместе, да, но как-то по-хитрому, как-то все время они его обманывали. Он по-честному как будто всегда стремился. А вот эти люди, они нечестных правил. И они относились к нему как к человеку слабохарактерному, слишком мягкому. Тройка жезлов – это строить что-то вместе или работать вместе на одной работе. Человек их знал, то есть Павел Начинов их знал, этих людей. Друзья мои, давайте теперь узнаем, почему выбрали именно Павла. Вот здесь хочу уточнить. А дата рождения Павла выпадает на 18 октября. Он весы по астрологическому гороскопу, запомним это. Павел выпал с 18 этажа, то есть уже 2 цифры 18. Используя гематрию, мы можем рассчитать и прибавить из 2 цифр 18, 8 плюс 8 это равняется 16. И остается еще 2 единицы. В сумме 16 плюс 2 снова 18. Итого мы получаем 3 восьмерки, как код, который обозначает спасение человечества, или по-иному чистый код. 3 восьмерки – это чистый код, код света. Теперь поговорим о дате, когда все произошло. Это 9 сентября 2025 года. 9 сентября, 9 месяц, 2025 в сумме 9. Переворачиваем, получается 3 шестерки. Итого мы получаем 3 восьмерки – это код света, и 3 шестерки – это код тьмы. Вспоминаем, что Павел – весы по астрологическому гороскопу, где силы тьмы и света уравновешивают друг друга. И вот теперь такой вопрос, это чисто мое наблюдение. Друзья мои, мы должны выяснить, так это или не так. Связано ли то, о чем я сейчас сказала, связаны ли эти числа, 3 восьмерки, 3 шестерки, каким-либо образом связаны эти числа с тем, что жертвой данной трагедии выбрали именно Павла Начинова. Уравновешивает, да?
уравновесить что-то, что-то уравновесить. Представляете, выстраивается одна картина, двойка пентаклей и тройка пентаклей. Уравновесить и заново построить. Его выбрали специально. Могли ли выбрать кого-то другого? Могли, но этот человек в зачаточном состоянии, вот этот более готов был. Могли выбрать какого-то другого человека, и семечко уже посажено, но этот другой человек пока не готов. Вот двойка, тройка и семерка сразу идет. Не готов пока другой человек, да? Вот именно Павел должен был быть, потому что он уже готов. И вот после его смерти, после его гибели выстраивается что-то новое. Обратите внимание, фамилия Павла Начинов. Начало чего-то нового. Уравновесить силы добра и силы зла. Весы. Двойка пентаклей, карта уравновешивания, карта баланса. То есть его выбрали специально. И это связано с гематрией, с числами, да, которые мы сейчас с вами озвучили. Давайте узнаем, для чего это было сделано в принципе. Для чего нужна была гибель Павла Начинова? Это некое жертвоприношение. Если да, то во имя чего, для кого? Это какая-то личная неприязнь и расправа над Павлом. Павел что-то знал, и его устранили. И получилось ли задуманное? Вот так. Для чего это было сделано в принципе? Это жертвоприношение, задел на будущее. Да, это жертвоприношение. Карта звезда – это карта положительная. Это задел на будущее для чего, во имя чего? Ну, чтобы открыть какие-то дороги новые. Это начало чего-то нового. А чего? Покажите мне. Открытие портала какого-то. Человек сидит на коленях и размышляет, да? Размышляет, он открывает какой-то портал, он кому-то поклоняется, кому-то подчиняется, с кем-то разговаривает. Открытие какого-то портала. Для чего нужно было это жертвоприношение? Это жертвоприношение однозначно. Паж жезлов. Паж жезлов что? Кто это такой? Выстроить судьбу какого-то пажа жезлов. Вот есть какой-то паж жезлов, который имеет особое влияние и значение, фигурирует во многих СМИ-издательствах сейчас, и мы его прекрасно знаем. Но он должен вырваться из каких-то пут. И чтобы он вырвался и пошел дальше, вперед, и вместе с ним началось новое начало человечества, общества. Для того, чтобы он выстроил это общество, выстроил это новое начало, необходимо жертвоприношение принести, да? Но это не единственное жертвоприношение. Карта звезда говорит, было до этого или будет еще много. Пока вот этот человек не преобразует нашу реальность. Вот чтобы продвинуться в чем-то и сделать какого-то пажа жезлов, я так понимаю, что кем-то более значимым, да, для нашего общества, для человечества. Это какая-то личная неприязнь, расправа над Павлом? Нет, он вызывал очень положительные эмоции у окружающих. У него не было никаких врагов. Конкретных врагов, которые хотели бы его убить, расправиться с ним именно потому, что он им не нравился. Павел что-то знал, вот эта карта, Павел что-то знал, его устранили. Мог догадываться или могло что-то не нравиться ему в поведении людей, возможно, которые его окружают, но он подстраивался под них, да, подстраивался под людей, он был достаточно человеком таким, который любил других людей, и поэтому, в принципе, рыцарь кубков говорит о том, что он подстраивался под коллег, под общество, которое его окружало, в хорошем смысле подстраивался, ни с кем не хотел ругаться, ни с кем не хотел ссориться, но, тем не менее, было какое-то тревожное чувство. Получилось ли задуманное у тех, кто сделал это жертвоприношение? А вот еще надо. Вот еще надо, вот как будто бы не до конца. Вот должно быть 7 или 8 человек. Получилось, но нужно еще. Нужно еще кого-то обмануть, нужно точно таким же образом, точно таким же способом кого-то умертвить. Получилось, но не до конца. Работа еще не сделана, работа еще не пройдена, цели еще есть. Человеческие цели. Так, мы поняли, что это такое. А почему никак не опрашивали семью, в квартире которой все произошло? Почему так все спокойно как-то закончилось? Да? Спокойно в каком плане, я имею в виду? Вроде бы он выпал с балкона определенной семьи. Да? Это была какая-то чужая квартира. Он приехал на вызов. Почему именно он с этой квартиры выпрыгнул? Почему не опрашивают семью? Почему все молчат? Почему никто не дает интервью? Почему никак не опрашивается семья? Но учитывая то, что все это проделки системы, и полиция в целом работает на нее, да? Полиция в целом работает на нее, говорю, и карта справедливости, которая несправедлива. Карта справедливости, которая несправедлива. Полиция работает на систему. Не опрашивают, потому что, это не надо никому. Не надо разворачивать, не надо раскручивать эту тему. И вот здесь не нужно доходить до крайности, не нужно доходить до суда, или не нужно кого-то выявлять, кто виновен, да, в этом я имею в виду. Главное, в расследовании не выйти на самих себя, как говорится. И вот здесь это никому не нужно. Не надо, пожалуйста, замолчите. Не будем никого опрашивать. То же самое, почему и напарник молчит, да, я уверена. Я даже не буду спрашивать. Собственно, поэтому. И то, о чем я не могу не упомянуть, это цвет волос Павла Начинова. Сейчас тоже немножко предысторию, да. В зороастрийских текстах сказано: «Бойся рыжего, ибо он является меткой самого дьявола».
Считалось, что это люди с особой энергетикой и генетикой, происходящей от древнего этноса. И привнести рыжего человека в жертву значит вступить в особую связь с бесами, где желания человека воплощаются в жизнь того человека, который приносит жертву рыжего человека, соответственно. Обратили ли вы внимание, что в последнее время участилась информация в пространстве о рыжих? Это происходит медленно, дозированно, но с точной регулярностью, которую невозможно не отметить. Например, в начале сентября в СМИ появились новости о том, что россиянина Вадима Круглова убили на фестивале Burning Man. Его нашли зарезанным в палатке. Вадиму было 37 лет, что в общей сложности дает число 10 или единицу, обозначающее начало новой жизни или круга. Фамилия, кстати, тоже Круглов. Круг есть жизнь. А фестиваль Burning Man переводится как «горящий человек», или по-другому можно обозначить его как «огненный» или «рыжий человек» с огненными горящими волосами. Затем произошла трагедия с Павлом Начиновым. Фамилия, кстати, опять-таки, говорит о начале чего-то. Начинов. Что-то начинать. Павел был тоже рыжим человеком. Следующий выход в свет рыжего принца Гарри, который заявился в Украину для якобы помощи военным. Мы с вами разбирали шот-видео, что это не так, Посмотрите мои шот-видео на канале. Буквально недавно китайский бренд Pop Mart выпустил коллекцию игрушек с персонажами из франшизы «Куклы-убийцы Чаки». Причем франшиза достаточно старая, к чему бы это? А цвет волос которой также рыжий. Коллекция поступила в продажу, внимание, 11 сентября, где число 11 обозначает портал с переходом в иное, новое измерение. Начинов, начинать, новое измерение 11 сентября, круг жизни. И Гарри начинает что-то новое, Тут вот все звезды сошлись, как говорится. И вопрос. Связаны ли события, появляющиеся в последнее время в информационном поле, которые я сейчас назвала, друг с другом и с гибелью Павла Начинова? И каким образом связаны? Конечно, связано. Крепкая семья, крепкая дружба, коалиция, каста. Все вместе связать во что-то одно, Связать во что-то одно, собрать все вместе. Собрать, 9 кубков. Собрать все вместе в одном, 4 жезлов. Связаны каким образом? Смерть, понятно, объединяет, Смерть объединяет, и здесь какой-то проводник всегда есть, Вот у 3 смертей почему-то был Павел Начинов, был Вадим Круглов, а какая еще 3-я смерть была? Или будет впоследствии, еще кто-то умрет, еще какой-то рыцарь кубков. Рыцарь кубков водного знака зодиака, либо человек тоже будет убит через какого-то проводника, либо смерть будет связана с водой. Как они связаны друг с другом? Они все нужны. Они все нужны в одном месте. Собрать в одном месте почему-то. Собрать в одном месте или все русские, все славяне собрать в одном месте. Друзья мои, это в любом случае связано. Если вы хотите ответить на этот вопрос более полно, переходите, пожалуйста, ко мне в телеграм-канал. Чуть позже про телеграм-канал я расскажу, друзья. Там мы ответим на все вопросы оставшиеся. Но здесь смерти определенно связаны друг с другом, и умрет кто-то еще. Кто-то третий должен, либо третий уже есть, 3-я жертва, либо он еще должен быть. Либо около воды смерть, либо на воде, либо от воды смерть, связанная с водой. Интересно так, что есть одна смерть Burning Man, горящий человек, связанная с огнем. Несмотря на то, что Вадима Круглова зарезано, это связано с огнем, Burning Man. Связано с воздухом, воздушное пространство, выпад из окна. Связанное с водой. И что-то должно быть связано с землей, наверное, 4 стихии. Давайте спросим, будут ли еще подобные жертвы в ближайшее время. В ближайшее время давайте возьмем 1,5 месяца. Будут ли еще подобные жертвы, как Павел Начинов и Вадим Круглов в ближайшие 1,5 месяца? Все спокойно, говорит мне башня. Здесь башня такая достаточно статичная, спокойная. Но здесь башня мне опять указывает на воду. Как будто бы не подумают о том, что это какая-то жертва, но связана будет с водой. Вот видите, башня стоит на неком утесе, практически на обрыве. И связано опять что-то будет с водой. Будут ли еще подобные жертвы, как Павел Начинов? Подобные, да не подобные, мне говорит карта. Похожие, да не похожие. 2. Еще 2. Даже не 1, а еще 2. Думают, как лучше сделать. Будут ли еще подобные жертвы? Ушли подумать. Будут. Да, опять вода. Будут связаны что-то с водой. Захлебнулся, утонул, утопили. В ванной, может быть, кто-то, погиб. И будут такие, которые будут опять раскручивать, эту тему, муссировать в СМИ. Друзья, сегодня мы с помощью карт Таро выяснили реальную причину трагедии и кто за этим стоит. А также, что снова людям
преподносят неверную информацию под соусом якобы реальной правды из официальных источников. Благодарю карты Таро Prisma Visions. Спасибо большое. Если у вас также есть неразрешенные вопросы в жизни и проблемы в какой-то из сфер или нескольких сферах вашей жизни, пишите мне в личку, я обязательно вам помогу. Личка указана под данным видео. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, где вас ожидает общение со мной и моими подписчиками, ответы на ваши вопросы, обсуждение о том, что происходит в мире. И также для тех, у кого плохо работает YouTube, там есть полные видеорасклады, которые мы выкладываем здесь, друзья. Их можно посмотреть без проблем. А если у вас есть вопросы по данному делу, пишите их здесь в комментариях, либо в телеграм-чате. Я обязательно на них отвечу. Ставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать видео. Всех очень люблю. До новых встреч на канале Энергия Таро.